Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая часть о игре Wonder Hero на канале Game4. Подписываемся, ставим Да, лайки. всем привет, ребят. Итак, прошло много времени с того, как делали первую часть. В игре добавили наконец-таки PvP. Полный обзор вы сможете посмотреть о основных пунктах на нашем канале. Ссылочка появится вверху. А сейчас рассмотрим детальнее новый режим игрок против игрока. Значит, как сейчас все устроено. Разделили всех игроков на группы по 30 человек. Все, абсолютно все начинают с рейтинга Black Iron. И передвинуться на следующий Silver, если не ошибаюсь, называется, первые 15 игроков. Вот, то есть у кого... первые 10, прошу прощения. Первые 10 игроков, вот докуда показана коробочка. Сейчас так уж выпало, что многие не успели дойти до 6 левела, ибо чтобы играть в PvP нужен 6 левел. И вот, например, в моей группе вышло так, что у меня 7 уровень, а у остальных оппонентов, с кем я встречаюсь в PvP, уровень 5. Ну, соответственно, большой перевес ощутимый. Вот, поэтому топ-1, что нету даже никакой конкуренции. Я это заметил и в других, моих друзей, кто был добавлен в игре. Это абсолютно такая же ситуация. Вот, значит, хотелось бы дать несколько советов о том, как играется PvP, и что лучше, что хуже, на что стоит обращать внимание, на что не стоит. В общем, начнем давайте о героях. Из дорогих, соответственно, они все будут хорошие. Дорогим относится, сейчас открою, наглядно показать было. Вот, Шион Мурасама вот этот. У нее очень сильные атаки, очень сильный ульт. В общем, часто встречается. Потом идет Лекрокс. Во-первых, потому что тоже сильный урон у нее магический и отхиливает себя еще. Это очень важно. Потом хилерша Найтгейл. Не могу найти ее. Вот она. Вот этот герой. То, что у нее массовый хил на команду. И еще пассивка на подхил из хода в ход. Вот, очень важно. Это из дорогих. Из подешевле героев, ну вот сейчас я перечислил, они идут на текущий момент от $40 плюс, чтобы вот собрать скин персонажа и оружие его. Из недорогих посоветовал бы в первую очередь Фран этого героя, поскольку после каждой нанесенной атаки по ней она обновляет себе щит. Не знаю, баг это или нет, но щит Ну, очень не весом. совсем так. Там не совсем Напомни, от каждой да, атаки. напомни механизм. Там у нее, насколько я понимаю, насколько я правильно понял, от оружия идет модификатор атаки, то, что там накладывает отрицательный резист и положительный, то есть электронное оружие. И оно потом как-то стакается на противнике, что и минус, и плюс. И последующие атаки по нему, она как бы типа вампиризмом себе делает щит. И поскольку у нее запас жизни от 4000 в ПВП начинается, то и запас на щит тоже около 4000. И вот просто под пятый, шестой ход у нее становится там 4500 жизни, вот как было фуловое, и 4500 щита, и она просто каждый ход из-за того, что по всем успевает уже накидывать этот плюс-минус, она себе делает щит. То есть, чтобы ее убить, нужно нереально много урона. Там, я считаю, это прям MVP во всех PvP должна быть она. Да, приведу наглядную ситуацию. Сейчас открою. Вот, казалось бы, у меня большой перевес по силе в моей группе, но встречаю я, по-моему, вот этого парня, который сейчас на третьем месте. У него в стаке Фран, и я ее не смог убить за 20 ходов. Да, кстати, как работает сам режим PvP? Вам нужно или убить всех героев противника, а, или если убивают вас,
или если вы не убиваете героев противника за 20 ходов, вам засчитывают поражение. Но поражение значит то, что вам дадут просто меньше очков, чем бы вы могли получить за победу. Очки дают в любом случае. Вот. То есть минуса, как заявляли разработчики, нету. И очень много их перечислено, в принципе, ну, присутствует в игре. Но из большинства не стоит вообще внимания, некоторые, а некоторые крайне полезны. Вот первое, что отметил, это defense, потому что у большинства героев атаки физические, и defense как раз таки сокращает количество урона физического, соответственно. Резист не сказал бы, что очень важный параметр, он защищает от магических атак. Ну, скажем так, тир 2. Вот. Defense тир 1, 100%. Ultimate Defense, вот, Ult Def, тоже очень хороший параметр, тоже тир 1 бы возвел его. Атак и Пси-Деф, ну, это как дополнительно это смотреть на предметах, тоже очень хорошие параметры. Они не крайне, ну, не часто встречаются на скинах и оружиях, но часто встречаются на эквипменте. О нем подробнее чуть позже. Вот. Ну и, соответственно, ХП. Да, ХП, который на героях, которые в ближних атаках участвуют. Вот такие бы отметил. Вот. Остальные из этого списка, ну, скорее ситуативные, скажем так. Ну, допустим, если у вас в стаке есть хиллер, то, соответственно, вам будет полезно выбирать параметр heal эффект. Вот. Ну, тут смотреть от стака, да, и как бы какую стратегию вы для своей команды подразумеваете. Вот для меня, скажем, на моем примере, у меня 3 героя-милишника, поэтому мне интересно всего было бы получить больше хп, больше дефенса и больше критов на героев, которые атакуют несколько раз. Вот, например, Фран и Юрий Ким. Так, потом хотелось бы рассказать еще третий совет. Как можно грейдить оружие и скины. У оружия очень интересная механика с грейдом. Вы можете Enchants по кнопке прокачать статистики оружия, а по кнопке Modify увеличить его, так сказать, умения. У каждого оружия, да, есть умения, и при этом его можно грейдить. То есть, допустим, здесь увеличивается, видите, процент от атаки. Вот. Ну, градации можете увидеть и сами. От Хона и ВНД зависит. Соответственно, в PvP будет очень важную роль играть у кого больше прокачано, тот, соответственно, и сильнее. Так что, да, вот тут очень радует экономика игры, что они сделали именно так, не иначе. Вот. Ну, грейдится все абсолютно. Вейпоны дважды, как сказал выше. Скины также по статистикам увеличиваются. Вот. Ну и, соответственно, equipment. Оп. Вот так вот. Хотелось бы рассказать про еще один момент в игре, что в эквипменте есть 3 ячейки на этот эквипмент. Первый это чип, голова. Всегда его статистики идут на защиту. Второй это грудь, или как-то может быть по-другому, ибо выглядят все они по-разному. Да, смотрите внимательно. Также он идет на защиту и с защитными параметрами. А третий эмблема, он атакующий. Также нужно смотреть и не выбрать с ненужными параметрами. Давайте покажу сам геймплей на арене, как происходит. Так уж сделали, что вы не можете контролировать героев. Если в PvE вы можете отключить кнопку авто и сами расставлять героев, тут всегда на автомате. Именно поэтому
баланс, точнее, противовес сил, поэтому всегда сочетается только статистиками. Ибо какие-то крутые мувы вы совершить сами не можете. Вот так это выглядит, когда вы атакуете, ход всегда первый за вами. Вот, кстати, сейчас увидите, на что способна Фран, насколько она затянет бой. У меня она затягивала максимум на 14 ходов. Чуть-чуть ускорим. Не буду комментировать еще героев. Асшанти крайне не рекомендую, если только не собираетесь раскошеливаться на хорошее оружие. Ибо задешево собрать хорошо этого героя сложно, крайне сложно. Кагура Мэй, в принципе, неплохой герой, вот с луком, которая суппорт, баффер. Напомни, какие у нее способности? Как способность именно ультимейт, ты имеешь в виду Да-да-да, или вот. пассивная? Ну и пассивный, и ультимейт. Если я не ошибаюсь, вроде как пассивная она увеличивала урон. Вот у меня было два героя, проходил ПВЕ. Это был Волкири, вот этот, и она вроде как урон увеличивала. С первым луком трехзвездочным она просто стреляла. Там, ну, не особо сильно. А когда пробовала с луком на 4 звезды, она хилила. То есть она вверх запускала какой-то фейерверк, он типа падал, и вот все это время хилил. Но урона она при этом вообще не наносила этим оружием. Так что, ну, честно говоря, я не рекомендую ее. Замечайте, что в моем и в стаке противника присутствует Велкайри. Герой, в принципе, неплохой, с дальней атакой, полезным ультимейтом, хорошим уроном. Она там около 1000 может снести. Ну, в общем, приличный урон, опять же, в зависимости от левела и атаки. Плюс к этому уменьшает броню противника, что тоже полезно, если у вас стак на физических атаках. Подробнее с ультимейтами и пассивными способностями героев вы можете ознакомиться на официальном сайте в разделе гайд. Там все расписано детально. Так, ну я думаю, я пробью. Да, пробью. С ультимейтами. Видите, раз накинула щит на 1000. Всё. А прокачанный герой очень много может. Да, у нее, вот видите, ультимейт у Кагуры Мэй, что на ход, по-моему, да? Или на 2 хода даже. Да, на ход неуязвимость к атакам, в общем, у меня сейчас никакие не проходили. Два дальника в стаке это вообще, наверное, беда. Мгм. Если к ним упор подойти, зажать их стенки, это все. Да, что зачастую у дальников ячейки атак через одну идет, то есть Через клетку, да, да, это очень неудобно. перед собой они не могут атаковать, поэтому наш личный совет имхо, собирайтесь так на милишниках. Ну или на большинстве милишников. Ну, 3 милика и один дальник, он сильный. Я думаю, нормально будет. Так, важный совет по выбору эквипмента. Как видите, цены везде одинаковые на первых страницах.
что у 4 звезд, что у 3-звездочного. Статистики плюс-минус могут быть у всех одинаковыми. Сейчас, к сожалению, нету фильтров каких-то более глубоких, да, чтобы вы могли находить по определенному параметру предмета. Поэтому, да, придется чуть попрощелкивать их, поподбирать параметры к своему стаку, и уже точно определяться, как вы примерно видите его и какие статистики вам нужны. Вот. Страниц много. Да, вот тут немножко придется столкнуться с монотонной работой. Вот. Но, поверьте, ребята, это того стоит. На этом, пожалуй, все советы, которые бы мы могли дать. Играйте в PvP, выигрывайте, получайте удовольствие от игры. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наш Телеграм, где мы делимся новостями о мире GameFi. Всем спасибо. Всем пока.